введении режима чрезвычайного положения в стране Россия берет ответственность за удар баллистикой по Киеву, а в Узбекистане заявляют о массовой гибели их граждан в Турции. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. ВСУ и ГУР провели спецоперации на территории России. В огне сразу 4 стратегически важных объекта. Что известно? Запад подыгрывает Путину. В Киеве назвали 2 цели партнеров Украины, и среди них нет пункта о победе ВСУ. О чем речь? Что стало причиной смерти практически 20 узбекистанцев в Стамбуле и с чем президент Казахстана Токаев поздравил Путина? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Россия взяла на себя ответственность за удар баллистикой по одному из центральных районов Киева. Под обстрел попал Шевченковский район Киева. Известно о 3 погибших, охраннике кафе и женщине и мужчине, которые сгорели заживо в микроавтобусе. Удар в том числе пришелся по проезжей части. Воронка на дороге – одно из последствий атаки. Район метро Лукьяновская в Киеве неоднократно за эти годы войны подвергался самым страшным ударам российских оккупантов. Здесь действительно находятся оборонные объекты Украины. В воздушных силах Украины заявили, что утром 18 января удалось сбить 2 баллистические ракеты «Искандер-М» КН-23. Одну из них уничтожили на небольшой высоте, что, вероятно, стало причиной серьезных разрушений. Кроме того, РФ ударила баллистикой по Запорожью. Известно о как минимум 10 пострадавших. В результате удара повреждены не только жилые дома, но и Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП. Ударили, убили людей, ударили по центру Киева, ударили по центру Запорожья, убили людей. И это же не первый удар, правильно? И, соответственно, Россия понимает, что ответственности за такие удары нет. Вы же видите, да, основной тезис, который проходит сейчас в глобальных медиа: давайте эту войну завершим за счет Украины, то есть за счет того, что Украина должна пойти на какие-то там, условно говоря, компромиссы, как они называют, уступки и так далее. И Россия понимает, что ответственности нести она не будет, поэтому почему бы не наносить такие удары? То есть это абсолютно конкретная модель мышления, абсолютно конкретно свойственна русскому миру, так называемому, да? На удары отреагировал Зеленский и сделал обращение к симпатикам Путина. Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны оказаться под таким давлением, чтобы оно ощущалось не меньше, чем эти удары. Мы можем добиться этого только в единстве со всем миром. А как вы считаете, кому именно адресовал это послание украинский президент? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Украина расширяет географию ударов по территории России. Главное управление разведки, по информации украинских медиа, совершило очередную спецоперацию и своими беспилотниками поразило еще одну российскую нефтебазу, которая работала на армию оккупантов. Речь идет об объекте в Тульской области. Туда прилетело как минимум 10 БПЛА, сообщают источники издания РБК «Украина» в спецслужбах. Это раз... Тихо. Аж видно, она там полыхает. Пиз... И эта база стала 4-й по счету, которая пылала в РФ. Дроны долетели еще до Калужской области, до нефтебазы дочерней компании Роснефти. Еще 2 нефтебазы охвачены огнем не первые сутки, и также после точных прилетов. В Саратовской области и в Воронежской. Напомню, в РФ утверждают, как всегда, что дроны сбиты и лишь их обломки падают на промышленные объекты. Трамп меняет план из-за холода. Такова официальная версия переноса инаугурации избранного президента в здание Капитолия. Избранный президент говорит, что 20 января в Вашингтоне будет минус 20, и выступать перед Капитолием, чтобы заморозить себя и гостей, он не хочет. Американские медиа сообщают, что это будет первая подобная ситуация за последние 40 лет. Я распорядился, чтобы инаугурационная речь, помимо молитв и других выступлений, была произнесена в ротонде Капитолия США, как это сделал Рональд Рейган в 1985 году. Это все из-за очень холодной погоды.
Западная пресса пишет, что уже на следующий день после инаугурации Трамп собирается провести масштабный рейд иммиграционных служб в Чикаго, и такой рейд станет первым шагом в рамках обещанной кампании по массовой депортации, уточняет Wall Street Journal. Тем временем Политика пишет, что сейчас команда Трампа может объявить о национальном чрезвычайном положении в США для того, чтобы получить дополнительные полномочия и ресурсы, которые позволят обеспечить безопасность границ и депортацию миллионов нелегалов. У Запада нет цели, чтобы Украина выиграла в войне. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он уверен, что сейчас западные лидеры показывают свою слабость, а Путин при этом радуется и собирается достичь две цели. К тому же Запад фактически подталкивает Путіна к этому. Захід, роблячи цей крок, йому починаючи навіть розмову про те, що ми можемо теоретично заблокувати членство України в НАТО, а Захід демонструє вкотре свою слабкість. Путін посміхається і каже, ну, молодці, наче я продовжую, бо я все правильно роблю. Тому що причина того, що відбувається, полягає в тому, що Путін чітко розуміє свою кінцеву ціль. Це знищення України і демонстрація всьому світові безпорадності Заходу, нездатності Заходу захищати себе і своїх друзів. Все, у нього є дві чіткі цілі, він до них іде. А у Заходу цих цілей немає від слова взагалі. Жодної. У них не стоїть ціль, щоб Україна перемогла у цій війні. У них ціль там, щоб Україна вижила, щоб Росія не перемогла. Трошки різні цілі. Такаев поздравляет Путина. В Казахстане заявляют, есть повод. 20-летие договора о казахстанско-российской государственной границе. Президент республики считает, что подписание такого документа в 2005 году стало фундаментом для нерушимой дружбы и добрососедства. Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества. Отмечу, что подобный договор о государственной границе Россия заключила и с Украиной. Подписание и ратификация договора прошла в 2003-2004 годах. И подписывал этот договор, который четко определяет границы Украины и России, Путин вместе с украинским президентом Леонидом Кучмой. Уже спустя 10 лет после ратификации данного документа, как мы знаем, Москва наплевала на договоренности и начала свое вторжение в Украину, оккупировав Крым и часть Луганской и Донецкой областей. Напомню также, что на российском ТВ пропагандисты неоднократно намекали, что Россия имеет планы и на Казахстан. В частности, что эта республика может стать следующей проблемой России после Украины. Это была цитата. В Турции выросло количество погибших граждан Узбекистана из-за отравления поддельным алкоголем. Генеральное консульство республики в Стамбуле сообщает о 17 жертвах паленого алкоголя. Турецкие СМИ пишут, что лишь за последние 5 дней в больницы Стамбула поступило около сотни пострадавших. Это и местные жители, и иностранцы. Отравились суррогатом также граждане Туркменистана. Состояние многих тяжелое. Люди находятся на искусственной вентиляции легких. Генконсульство Узбекистана также сообщает, что сейчас занимается подготовкой документов для отправки на родину тел погибших в результате употребления поддельных спиртных напитков. В то же время число наших граждан, проходящих лечение от отравления поддельным алкоголем в отделениях реанимации больниц Стамбула, достигло 5 человек. Сотрудники консульства получают информацию о состоянии этих соотечественников и находятся в постоянном контакте с их близкими и администрацией больницы. Германия отказывает беженцам в предоставлении защиты. Федеральное ведомство по делам миграции не выдало статус защиты 168 тысячам человек, которые хотели его получить. Такова статистика за минувший год. Издание Bild уточняет, что речь идет о 56% отказов. Чаще всего Германия отказывает гражданам Турции. При этом ливийцы и сирийцы в большинстве случаев получают защиту. Однако доля положительных решений падает уже несколько лет подряд. Только за последний год снижение составило 7,3%, пишет Bild. Несмотря на отказы, заявители остаются на территории Германии и даже умудряются получать пособия. На данный момент в Германии проживает почти 900 тысяч соискателей убежища, получивших отказ, из которых 304 тысячи обязаны покинуть страну, но продолжают даже получать пособия.
Согласно законодательству, даже временно допущенные и обязанные к выезду лица имеют право на социальную помощь в случае необходимости. Им предоставляются натуральные выплаты, такие как карточки для оплаты или ваучеры. В Германии готовы подарить шанс на вторую жизнь по цене спорткара. За 200 тысяч евро вас могут заморозить после смерти, чтобы спустя годы воскресить. Криоконсервация по сей день поддается критике и, как утверждают многие ученые, остается пустым обещанием. Тем не менее, желающих предать свое тело заморозке сотни, и люди даже резервируют себе места, утверждают авторы немецкого стартапа. Они также уточняют, что для заморозки необходимо заменить всю жидкость в организме, которая может замерзнуть, на специальный криораствор. И когда тело охлаждено до температуры в минус 196 градусов, его отправляют на хранение в Швейцарию. И там тело будет просто ожидать нужного момента, когда наука достигнет того уровня, что криоконсервация станет обратимой. При этом тело, конечно же, сохраняется в целости и сохранности. А что вы думаете о таком процессе заморозки и согласились бы на такой эксперимент со своим телом уже после смерти? Интересно узнать ваше отношение, напишите его в комментариях. Лукашенко помиловал тех, кого до этого отправил за решетку по сфабрикованным делам. Теперь же в Минске заявляют о гуманизме самопровозглашенного президента. 23 человека теперь на свободе, среди них 3 женщины и 20 мужчин. Представители режима Лукашенко уверяют, что все эти люди раскаялись и признали свою вину в преступлениях экстремистской направленности. В очередной раз напомню, что в Беларуси можно стать террористом и экстремистом, если скажешь кривое слово в адрес Лукашенко, либо же выскажешься против власти в соцсетях или на улицах республики. Теперь же у Лукашенко гордятся, что на этот раз освободили из колонии 23 человека, половине из которых более 50 лет. Большая часть помилованных имеет хронические заболевания. Также в пресс-службе непризнанного политика уточнили, что отпустили еще и многодетного отца. И теперь ему и другим, внимание, далее цитата, предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Вот так Лукашенко позволяет распоряжаться чужой судьбой. Когда даст шанс вернуться к нормальной жизни без него, другим гражданам Беларуси в Минске не уточняют. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.